Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем разбирать июнь, июль, август и, конечно же, забежим в сентябрь, потому что астрономическое лето у нас еще длится до 21 сентября. Ну что, ребят, готовы? Это гороскоп подекадный, поэтому готовьтесь слушать про близнецов первой, второй и третьей декады. Да, ребята, рассказываю вместе, потому что так удобно излагать. Не хватает у меня времени на 3 разных видео. Уж извините. Ну что, ребят, для тех, кто не знает, близнецы первой декады – это те, кто родился в мае, еще такие более стабильные, более устойчивые. Близнецы второй декады родился кто с 1 по 10 июня. Вот это прям близнецы, потому что здесь все планеты, большинство планет находится в знаке близнеца. Я про личные, да, то есть и Меркурий, и Марс, и Венера, скорее всего. И поэтому здесь очень много такой воздушной, близнецовской, быстрой энергии, да, энергии информации в том числе. Близнецы третьей декады, кто родился с 11 июня и до знака зодиака Рак. Вы уже такие более эмоциональные, то есть более оттеняете раков. Нет хороших и плохих близнецов, нет настоящих и ненастоящих. Просто набор планет вот получается вот так. Мы каждый выбираем, в какое время родиться. Вот нам когда-то захотелось вот так, да. Поэтому здесь понимаете, почему по декадам, для точности, ребят, потому что то, как работает у близнецов первой декады, совершенно по-другому будет работать у близнецов третьей декады. И вы сейчас в гороскопе это услышите, увидите. Не потому что кто-то хуже, кто-то лучше, кого-то я больше люблю и вот так говорю. Да нет, ребят, просто аспекты здесь показывают вот так. И для кого-то наступает сейчас этот период времени, вот он такими событиями наполнен. А для другой декады еще не наступили эти аспекты, или они уже прошли, да, то есть вы уже стремитесь совершенно другое. Поэтому здесь не потому, что я кого-то люблю больше, потому что сейчас вот так мне показывает программа «На небе такое движение дел». Ну что, готовы, ребят? Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, и будем с вами разбираться, как прожить это лето, как его спланировать для того, чтобы комфортно войти в осень, чтобы у нас еще и осень, и зима были классными и потрясающими. Да, это видео у нас лето новой жизни. Для близнецов это очень важный момент времени, особенно для близнецов первой декады. Здесь, конечно же, совсем скоро Уран поменяет знак и почувствует всю эту историю. Естественно, близнецы первой декады. Вот такие дела, ребят, новая жизнь начинается с вас. Вот такая яркая, новая, необычная, неординарная. Скажу, что если кого-то будет трясти, потому что кто-то привык жить с Ураном, кто-то не привык жить с Ураном, да. Кому-то нравятся новые события, кому-то они настолько не нравятся, кто-то привык жить по старинке. И близнецы первой декады, вы помните, это те, кто рождены в мае, и там рождены, как правило, люди, кто любят стабильность и комфорт, да. Поэтому здесь, конечно же, у каждого будет своя волна, но не пугаю ребят, потому что у нас вот это попробовать вот эту новую жизнь продлится недолго. Уран пойдет с 6 сентября потом в ретроградное движение, в ноябре он уже будет опять снова в Тельце, и здесь наступит такой момент, у кого-то расслабление, кто-то скажет, опять стало скучно, как раньше. Здесь просто каждому свое, кто привык жить в какой период времени со своим набором планет. То есть мы все здесь с разным бэкграундом, да, у нас у всех разный жизненный опыт, мы рождены в разное время, чтобы вы это все понимали. И да, ребят, если у вас свой собственный вопрос, и вы не понимаете, что же сейчас происходит и куда это приведет, если, например, очень сильно штормит, напишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я именно вашу натальную и транзитную карту ответила, для того, чтобы вам
вам рассказать, что же происходит, когда это закончится, или что же вы там хотите у меня спросить. Потому что общий гороскоп я рассказываю сейчас. На планете 700-800 миллионов близнецов, понимаете, да? Если условно поделить на 3 декады, то, естественно, вот прям точь-в-точь не может попадать. Но вы же это сами понимаете, да, погрешность и длину аспектов. Поэтому, ребят, здесь простая математика, алгоритмы и действия, подсчет. Ну что, ребят, готовы? Вы можете смотреть этот гороскоп и по Солнцу, и по асценденту. Если по асценденту, делите просто знак Близнеца на 3 и слушайте, наступит ли у вас это событие или другое. Ну что, готовы? Начинаем. Да, лето новой жизни у нас буквально 10 июня. Юпитер, между прочим, из знака Близнеца вошел в знак Рака. Скажите, как прошел последний ваш год, когда обычно наступает Юпитер со своим соединением к Солнцу в транзитным картам? Это всегда такое ощущение и настроение такое позитивное, безмятежность. Это Юпитер добрая планета, нас даже расслабляет в каких-то моментах. Если в натальной карте она у нас гармонична, если же она напряженная, тогда это усугубление нашего напряжения, наших претензий, с которыми мы идем по жизни. Да? В основной своей массе Юпитер действует хорошо. Как прошел ваш год предыдущий? Сейчас, ближайший год, Юпитер будет в знаке Рака. И следующее его влияние, дорогие близнецы, вы почувствуете через год, когда Юпитер поменяет знак и перейдет в знак Льва. И тогда он будет потихонечку также в течение года делать секстиль к солнышку в ваших транзитных картах. И будет та же самая удача, как вот в этот год. Да? Но сейчас скажу, что здесь этот год, он такой переломный был, он такой годом, кто-то доделывал прошлые дела, завершал настроение, которое не очень хотелось, особенно близнецы третьей декады. Ребят, я знаю, там Сатурн с Нептуном делали квадратуру к вашему Солнцу, и если у вас было ощущение, что вот ну когда же этот шторм закончится, когда же уже закончится, не знаю, эти эмоциональные качели, вопросы с финансами вечные, долги, сложное продвижение в работе, потому что Сатурн на квадратуре дает всегда ощущение, что мы как будто делаем, прикладываем много сил, а результата нет. Результат всегда приходит после. Да, это всегда нам кажется, что мы на пике своих сил, эмоций, как правило, здесь не так уж и много, эмоций дает Нептун, да, но вот когда вот эта точная квадратура Нептуна, тогда, конечно, и выплеск эмоций у нас тоже есть. Поэтому здесь либо у нас, либо у наших партнеров, как говорится, да, у наших вторых половинок, какие-то эмоциональные качели, убегание в зависимости, в различные. Ну, то есть Нептун в напряженных аспектах это и алкогольная зависимость, как правило, и измены, то есть постоянное убегание куда-то из своей жизни, лишь бы только вот здесь не разбираться, да, потому что Сатурн, когда мы на квадратуре Сатурна что-то делаем, даже нам это не нравится, например, по чуть-чуть, но очень медленно отдаем долги. По работе продвигаемся, делаем очень много скучной, напряженной, сложной работы, но мы знаем, что нам просто нужно сделать вот этот план, нам нужно этот результат закрыть, все это завершить, и тогда это закончится, и тогда на самом-то деле в конце мы получаем вот прям такое удовлетворение от процесса, да, поэтому здесь, конечно, близнецы третьей декады, у вас такой сложная была весна, 25-го, это я прекрасно знаю. То есть, но если вы, конечно, человек творческий, понимаете, что пахать это вообще, в принципе, нормально, то есть вы с напряженным Сатурном всю жизнь живете, то вас, конечно, я сейчас ничем не удивляю, да, то есть, а те, кто не привык на таких эмоциях двигаться на таких мощностях, конечно, им сложно, поэтому я еще раз говорю, мы здесь каждый со своими моментами пришли, да, то есть нет одинаковых, нет хороших и плохих, и на нас, на каждого действует по-другому. Спросите меня, почему я не говорю про близнецов второй декады. Ребят, у вас в это лето, если вот так вот обобщить очень быстро, да, сейчас, конечно же, буду рассказывать про каждую декаду, каждое событие, потому что летом у нас, вы заметили, что гороскопы этой серии выходят длинные, потому что очень много планет на небе перемещаются, передвигаются, смещений, и очень много
психологически эмоциональных моментов, которые могут возникнуть, и чтобы вот это вот избежать на качелях вот этих, не лавировать, не тратить свои силы, эмоции, да, вот поэтому я так подольше и рассказываю. Близнецы второй декады, у вас коротенько начинаются вопросики кармических узлов, то есть они будут делать такой тринсекстиль к вашему солнцу в транзитных картах. И здесь, конечно, ребят, скажу, что до конца 2025 здесь вопрос, конечно, к близнецам второй декады: кто я, что я сделал, куда я иду. Это такой, знаете, после аспекта Юпитера, да, то есть который проходил, это такой момент, который может даже привести к экзистенциальному кризису немного. Но это не настолько фатально и сложно, нет. Это такая история, когда вроде бы в жизни все хорошо, но я не знаю, что делать, куда мне идти дальше. Я запутался, вообще кто я, зачем я, как я живу, нравится мне, как я живу, нравится ли мне моя работа, вообще как я одеваюсь. То есть это пересмотр полностью моего я, да, то есть это аспекты к Солнцу. Они идут гармоничные аспекты, поэтому у вас все должно получиться. Здесь главное честно отвечайте себе на вопрос: почему я живу этой жизнью, почему я так одеваюсь, почему я так выгляжу, почему у меня там есть вторая половинка, нету второй половинки, да, потому что близнецы это не то чтобы партнерский знак, но это всегда хочется тусоваться, двигаться, развлекаться, перемещаться в пространстве. То есть это такая, знаете, большая глобальная история, и на фоне вот этих постоянных передвижений близнецовских, особенно, да, у близнецов второй декады, вот они больше всех из всех близнецов любят где-то тусоваться. И им сложнее всего обрести вторую половинку. Жить счастливо, постоянно что-то не хватает, постоянно вот это вот внутреннее чувство, да, то есть если сказать какому-нибудь козерогу, ну, да что тебе постоянно не нравится, да, ну, то есть это же вроде все понятно, лаконично, а вот близнецам непонятно, на то они и близнецы, это понятно. Каждому знаку зодиака, например, в чужих вопросах разобраться проще, чем в своих, поэтому мы-то и есть каждый свой знак. Поэтому, дорогие близнецы второй декады, проходите вот этот вопрос кармических узлов в это лето, смотрите на мир вокруг, учитесь на чужих ошибках, обходите вот эти сложные моменты, в которых вам самим не хочется быть. Почему? Потому что через год Юпитер войдет в знак Льва и будет делать потрясающий аспект к вам. Что такое Юпитер? Да? Это, то есть для того, чтобы это случилось там, да, через год, нужно сейчас уже к этому менять хотя бы свою психологическую составляющую, начать к этому относиться по-другому, потому что Юпитер в Раке вообще в принципе действует на нас, на всех, он нас пытается расширить в семейном положении, в семейном составляющей, вот здесь увеличить нас такой эмоциональный интеллект, ну потому что в последнее время иметь семью, детей, вообще сплоченность семьи, это такая тема непопулярная, это зачем мне нужно, я лучше буду один, мне никто не нужен, я не хочу ни семью, ни детей, вот у меня есть мой телефон, и мне с ним хорошо, я везде тусуюсь один, улетел там на самокате, улетел в поездку, и вообще я такой классный блогер, и мне вот так вот это вот хорошо, и вообще мне сложности не нужны. А Юпитер на ближайший год нас всех, неважно какой знак зодиака, будет как раз-таки в этой теме всех прокачивать, расширять. Ну и, конечно же, через год у близнецов, это и близнецы и первой, и второй, и третьей декады, у всех возникнет вопрос: так, я хочу от жизни большего, я хочу от жизни более красивого, интересного, я хочу семью, хочу детей, хочу другой статус, потому что Юпитер это социальная планета. С появлением кольца на пальце, штампа в паспорте, в том числе здесь, конечно же, еще и Сатурн, но Сатурн будет делать тоже нормальные аспекты, будет делать на самом деле к близнецам, в принципе, на ближайшие 2,5 года, то есть считаете, да, вместе со мной, будет делать близнецам тоже хороший аспект, гармоничный, который относится и к штампу в паспорте, и к увеличению недвижимости в том числе, потому что аспекты Сатурна это про недвижимость, про такие покупки состоятельные, то есть если вы хотите, да, еще и Уран будет идти по близнецам до 2033 года, ребят, поэтому здесь понимаете, что, ну, грубо говоря, да, с 26 года, 26 апреля 2026 года Уран основательно войдет в близнецы, и все.
и до 33 года он будет находиться так, условно. Делим эти 7 лет на 3 отрезка. Вот примерно по 2 и чуть-чуть года Уран будет гулять по каждой декаде близнецов. И что с этого? То есть здесь жизнь у вас будет либо резко вверх, либо резкие обнуления. Я всегда за то, чтобы постараться, стиснув зубы, но сделать максимально вверх. Почему нет? Потому что это такая быстрая будет возможность. И вы сейчас мне скажете, да невозможно. Я говорю, да возможно, возможно. Потому что если есть внутренняя вот эта сила и стойкость, возможно. И да, вначале, конечно же, всегда трясет, потому что мы не привыкли так быстро, так резко. И это такой момент, сейчас подготавливаю, да, близнецов, потому что сейчас буду рассказывать, прямо отщелкивать события этого лет, что будет происходить. Но такой марш-бросок наперед, что вы прям запланировали себе, да, чтобы не было вот этих утопических мыслей. И сразу скажу, ребята, если сидеть просто ждать, ничего не получится. Сидеть, ждать и говорить, так, Женя сказала, что будет хорошо. Значит, оно как-то сложится. Если Женя сказала, что будет хорошо, и вы в этот момент ничего не сделали, то эти моменты просто останутся у вас в памяти как хорошее настроение. Но после них не будет никаких возможных покупок, приобретений. Ну, для того, чтобы обзавестись семьей, нужно хотя бы на свидания ходить, понимаете, да? Для того, чтобы появились дети, нужно найти себе человека, с кем захочется этих детей иметь, и с кем захочется переживать все трудности в своем жизненном пути, да, понимаете, должно быть потрясающее взаимопонимание, которых, я считаю, у истинных близнецов должно быть уровень топ, ну, потому что вы знаки воздушные, у вас-то должно быть, вот, вы самый лучший знак, кто умеет коммуницироваться и договориться с людьми даже там, где вообще никто не может договориться, это близнецы, и я считаю, нужно свои лучшие качества раскачивать, поэтому, дорогие мои близнецы 1, 2 и 3 декады, у вас у всех задачи будут разниться, но плюс-минус на ближайшие несколько дней, у вас несколько лет, у вас у всех будут задачи, которые я хочу сказать, что получится. Если вы хотите на ближайшие 3 года, давайте вот так вот быстренько, да, обзавестись семьей, поднять свой социальный статус, если вы хотите родить ребеночка, если вы хотите улучшить свое финансовое положение, если вы хотите новую работу себе получить, потому что Уран, когда в июле поменяет знак, старое начнет сыпаться очень быстро. И старая работа, то есть у всех такой момент, что я хочу, как я хочу, для чего я хочу, и вообще, это ли я вообще в принципе в своей жизни хотел всегда, да, и здесь нет хороших и плохих, здесь просто вы приходите к своему я и понимаете, куда я хочу идти дальше, да, поэтому услышали, что может случиться с жизнью, а теперь давайте работать. Лето. У нас Юпитер поменял знак, на ближайший год он раскачивает нас всех в раке, то есть наш эмоциональный интеллект, мы смотрим на семью, на детей, на развитие вообще, глобальную эволюцию, как устроен мир по-другому, потому что единственное, как мы можем остаться в этом мире после того, как мы уйдем, это либо наши какие-то достижения научные, либо это наши дети, да, потому что потом мы будем говорить в их голосах, как говорится, да, и это такой, знаете, момент фундаментальный, можно сколько угодно стремиться к искусственному интеллекту, но какие чувства эмпатии может дать машина, понимаете, о чем я говорю, да? И здесь просто вопрос, какую жизнь вы хотите прожить, интеллектуальную или счастливую. Здесь про разницу, да, и Юпитер как раз-таки в раке про счастье и про эмоции, которые ни одна машина, ни один чат не даст. Поэтому здесь моменты, они такие, знаете, очень тонкие. Плюсом еще у нас Уран 7 июля меняет знак, но до Урана у нас еще моменты, смотрите, да, у нас 11 июня было полнолуние у нас было в Стрельце, это такой, знаете, у нас 2 недели до ближайшего нового лунного цикла, новый лунный цикл будет у нас 25 июня. До этого момента у нас такой, знаете, момент прохождения вот этой мудрости и стойкости, да, сейчас многих штормит, даже не просто близнецов в принципе, да, сейчас у нас и Сатурн же поменял знак, и Нептун у нас уже тоже в Овне, а значит
делают прекрасный секстиль близнецам первой декады. То есть здесь, конечно же, про то, что мы движемся вперед и начинаем браться за те дела, за которые раньше руки не брались. Ну, было сложно, мы считали, что нам это не нужно. Нептун дает реализацию в творческих проектах, да, то есть здесь и работа творческая, здесь и другой уровень счастья, потому что Нептун это про любовь, про детей в том числе, либо это большие какие-то творческие проекты, если вы работаете в творчестве, здесь тоже хорошее развитие идет с этим, да. Что еще? У нас эти планеты идут по Овну, по первым градусам, и до начала июля, вместе с тем, как Уран поменяет знак, они уйдут в ретроградное движение. Поэтому здесь то, что за ближайшие несколько месяцев в вашей жизни изменилось, это, дорогие близнецы первой декады, вы с этим продолжите работать, но на более таком осмысленном уровне, что ли. Здесь момент, как будто вы погрузитесь в себя и посмотрите, что же вы не доделали в этот период времени, последние несколько месяцев. Очень хорошие эмоции будет это вызывать, не скажу, что плохо, ребят, но сейчас на небе у нас на ближайшие 2 недели такой достаточно напряженный аспект, это Уран в квадратуре с Марсом, и задевает очень точно близнецов первой декады. Про что Уран в квадратуре с Марсом, особенно если у вас в натальной карте есть этот аспект, это про какие-то резкие, неоднозначные действия, которые вы раньше не делали. То есть действия, выходящие за гранью дозволенного, разумного, за вашей собственной гранью, да, то есть то, что вы никогда, например, себе не позволяли. Здесь будьте аккуратны, потому что Уран всегда дает такой неожиданный эффект. Это может не очень понравиться, то есть наши действия, когда после того, как этот аспект распадется, мы всегда думаем, а зачем мы вообще это делали, зачем мы портили отношения с людьми. Очень часто это аспект разводов, потому что, как правило, если что-то идет не так, как как-то хочется проявиться, люди не в работе начинают креативить, что-то новое создавать, да, творческое, а начинают в личной жизни, я хочу что-то новое, ой, мне все старое, значит мне все старое надоело, все, заканчиваем отношения, до свидания, я ухожу. То есть это же самое простое, встать и выйти. А сложное это прям раскачать в себе вот эти знания, понять, что я хочу в реализации сделать такого. А это же страшно. И начинаются вот эти эксперименты, похождения в другой сфере, которая реализации-то не дает. Вообще, в принципе, можете даже посмотреть по своей жизни, если у вас такая есть эмоция, потому что на это лето, это такая очень тонкая грань, моя реализация и личная жизнь. То есть, что посмотреть? То есть, если в какой-то ситуации вам хочется выйти из этих отношений, пойти на сторону, как-то вот их себя где-то там вот так вот проявить, значит, у вас абсолютный дисбаланс и не гармония в работе. То есть, вы в работе не реализовываетесь и пытаетесь вот там, где нужно, биться, драться, отвоевывать, на самом-то деле, максимальное проявление себя вот там, вот так, это вон там в работе, но мы, почему-то люди, часто это на личную сферу переносим и начинаем в своей второй половинке вот как-то вот так выносить мозги, обнулять все вложенные действия и чувства, сказанные ранее слова и данное обещание. Почему? Потому что у нас все лето, следом после этого аспекта и Венера у нас будет в соединении с Ураном, и Венера будет в оппозиции с Марсом, и все лето в нас будет вот этот момент мужского и женского в нас бороться, пойти ли на работе поработать, либо в личной жизни все изменить, культивировать. А в личной жизни надо любить, обниматься, быть эмпатичными, коммуницировать, и тогда все будет классно, тогда рядом будет тот самый человек-партнер, с которым нам захочется на работе горы сворачивать. Мы домой приходим, мы такие классные, нам есть с кем поговорить, что обсудить, еще и время вместе провести. А вот то время и место, где нужно все отвоевывать, это на работе.
Это на работе надо вот там вот с шапками махать и говорить, вот мы вот такие классные. А в личной жизни это наша душа, это наша вторая половинка. Поэтому, ребята, подходите осознанно и щадящее отношение имейте к своим выборам когда-то. Поэтому здесь нужно, конечно же, еще у нас сейчас на вот эти 2 недели Сатурн в квадратуре с Юпитером, когда мы сегодня Наполеон, а завтра мы Скрудж. То есть сегодня нам хочется много чего потратить, да, вложиться, а завтра мы просыпаемся и говорим, не, у нас недостаточно ресурсов, надо экономить. И то есть этот аспект у нас до конца июня, ребят, понимаете, да. Плюсом здесь еще соединение Нептуна, здесь еще у нас, конечно же, Уран в квадратуре с Марсом, и вот мы такие напряженные, да. Плюсом еще, конечно, у нас сейчас, прямо сейчас Венера в оппозиции с Лилит, когда мы в любви делаем какие-то шаги, вопросики разбираем, начинаем копаться в отношениях, и вот страхов вылазит очень много, да. Я почему заговорила про измены, потому что очень часто на таком аспекте люди просто уходят в измены, и после того, как этот аспект распадается, очень часто мы сидим и думаем, зачем же мы вообще это делаем? Нам обычно стыдно, нам очень стыдно обычно за свои действия после того, как аспект распадется. Мы понимаем, что мы натворили очень много дел, и они не те, которые бы нам в жизни были полезны. Что это с нами было, как будто какое-то наваждение. Очень часто на таком аспекте люди тратят необоснованно очень много денег, меняют внешность, потому что хочется как у кого-то, хочется как у селебрити, хочется быть как все. Не надо как все, ребят, наша основная задача быть собой. Только когда мы сами вот себя понимаем, любим и транслируем только себя, то есть делаем только, что нам интересно, тогда у нас все есть. Тогда мы настоящие, тогда нас любят такими, да, тогда нам в работе ценят, потому что ценят наш труд, то, что мы делаем и как мы это делаем, да, и тогда наше окружение, наши друзья нас ценят именно за наше вот такое настроение. А когда мы подстраиваемся под другим, то есть пытаемся сделать себе лицо, как у кого-то, ну, тогда мы себя вообще не любим. Мы кого-то любим больше. Почему? Вопрос, почему? Ну, и когда мы начинаем тратить деньги, глядя на кого-то, хочу как у соседа, не знаю, такую же газонокосилку. Ну, соседу она нравится, тебе вообще нужна совершенно другая. Ну, тебе, может, даже не нужна газонокосилка, тебе нужно, чтобы кто-то пришел тебе и покосил тебе твой газон, и ты такой, ой, классно, я вообще не люблю косить газон. Ну, то есть и все. А цена на газонокосилку такая же, точно, если тебе все лето кто-то будет приходить газить газон. Здесь просто нужно понимать, ребят, вот нужно, что ты хочешь. Я вот про что. Примеры совершенно разные, но а какие еще могут быть? Да? Все-таки у нас лето. Так вот, идем дальше. Конец июня у нас 21 июня, летнее солнцестояние. Традиционно это первый день, когда у нас солнце переходит в знак рака. Не скажу, что какой-то это день сложный, плохой, нет, он день с мудростью, потому что у нас солнце в первом знаке рака в соединении с Юпитером, конечно же в квадратурах с Нептуном и Сатурном. Здесь, конечно, мы думаем о стабильности, мы думаем об эмоциях, может быть немножко гипертрофировано, как мы хотим идти вперед, хотим ли мы идти вперед или вообще мы не хотим вперед. На благо распадается здесь квадратура Марса с Ураном, Лилит с Венерой тоже уже распались, поэтому здесь такой день, когда можно выдохнуть в принципе, да, и у нас начинается новый лунный цикл 25 июня 2025 у нас Солнце в соединении с Юпитером, в соединении с Луной. Естественно, у нас это же комбо из Сатурна с Нептуном в квадратуре к этому аспекту. Конечно, о чем здесь, да, вообще, в принципе, у нас, не скажу, что какой-то такой безмятежный, сложный, напряженный. Единственное, что у нас Меркурий начинает в оппозицию с Плутоном ретроградным входить, да, но здесь сложные знания, разговоры могут становиться потяжелее, либо же на откровенные темы, потому что Меркурий еще и в раке, и совсем скоро, ну, с начала июля переходит у нас как раз-таки в
во Льва, и потом уже в июле будет ретроградным. Да, ребят, у нас на июль вообще очень много событий. У нас обычно даже Меркурий ретроградный в августе каждого года, а в этом году он начнется чуть ли не в середине июля. Поэтому все вопросы коммуникации, поездки, договорные отношения, все, что связано с бумагами, постарайтесь вот завершите в июне и в первой половине июля. В первой половине июля будет сложнее, потому что там уже и рокировка планет, но могут уже останавливаться просто большие мощные проекты, потому что Сатурн, когда останавливается, все, что с такими сложными, тяжелыми договорами, оно, как правило, просто такое ощущение, будто замораживается. То есть он просто разворачивается, в ретроградное движение уходит 13 июля. Поэтому, ребят, здесь вот такая история. И что? Идем, конечно же, дальше. У нас под начало июля, на небе что? Венера идет в соединение с Ураном. И уже скажу вам точно, аспект будет 4 июля. Это аспект разводов, это аспект, когда мы хотим тратить очень много денег. То есть мы хотим выходить за рамки все, что связано с Венерой. Венера — это про внешний вид, облик, нашу внешность. Мы хотим что-то в себе резко изменить. И это хорошо, если это будет просто смена стиля гардероба. Да? Ну, как правило, здесь идет в другую какую-то сторону. То есть здесь, например, из лаконичного брючного костюма вы хотите себе покрасить волосы в фиолетовый цвет и что-то себе резко с прической сделать, отрезать, прям, чтобы потом никогда больше не прийти вот к этой стабильности такой. Либо же здесь потратить очень много денег на эмоциях, какие-то не стандартные покупки, которые выходят. Да? Конечно, если у вас Уран отвечает за 10-й дом, конечно, здесь, конечно, тогда креативить нужно в работе, да, как можно больше. Если у вас Уран отвечает за 6-й дом, кто-то скажет, нужно покрасить волосы в фиолетовый цвет, это такая будет проработка каких-то напряженных болячек. Да нет, здесь нужно сесть, поговорить по душам, потому что все, что остается в нашем теле, все наши болячки, это связано, особенно когда Уран в соединении с Венерой, это связано с нашей недополучением наших чувств и эмоций в отношениях. То есть, когда мы в отношениях считаем себя несчастными. То есть, здесь нужно просто сесть со своей второй половинкой и откровенно поговорить. Но большинство этого не делают. Поэтому вот такая бывает нереализация в любовных отношениях. Мы чувствуем себя несчастными, и мы думаем, что единственный выход в этих отношениях что-то поменять — это выйти из этих отношений. Да нет же. Я думаю, что если у вас много лет связано с вами и множество событий совместных, и планов на будущее, в принципе, потому что Уран — это планета будущего. Если сесть откровенно поговорить, можно не выйти из этих отношений, а проработка как раз-таки этого аспекта — это построить себе новый план на будущее в этих отношениях. То есть вы берете и разговариваете, что вы хотите, как вы хотите, и где у вас что-то просело. Нет взаимопонимания. Как правило, нет взаимопонимания. Сначала такие дежурные фразы: ой, да нормально, все нормально, потом теряется секс, потом теряется совместное времяпрепровождение, и потом такие: ой, да у нас уже вообще все, мы уже как соседи живем. Ну так начните жить не как соседи. Верните себе ту страсть, разговоры по душам, совместное времяпрепровождение, совместные тусовки. И 100% вероятность, 150 даю процентов вероятности, что все у вас уладится, и выстроить себе вот такой план на будущее, и сильнее отношений не будет. Но это нужно стать откровенным, нужно стать искренней, потому что корень у слова искренность — искра. Потому что когда мы говорим искренне, в нас здесь что-то такое теплое зажигается, понимаете? И это та самая правда, которую многие, большинство парней приходят. В конце видео, кстати, прикреплю большой такой мощный любовный гороскоп. Посмотрите, как каждая планета влияет на кризисы в отношениях и работает с 100% точностью. Все лишь зависит только от нашего эмоционального интеллекта, как мы хотим в этом разобраться. Не будьте слабыми. Мы сейчас и так живем во времена очень легкие на самом-то деле, и легкие времена делают нас всех слабыми. Да? Постарайтесь усложниться, понять, что вам действительно дорог этот человек, и вы не просто так 5-10 лет прожили вместе. Потому что это не 2 недели, ребят, это в годах исчисляется. Поэтому, чтобы не тратить свое время, потому что в новых отношениях все будет точно так же. Все будет точно так же, потому что если вы вышли из этих отношений, значит, вы урок не прошли.
Кто-то считает, что я вышел из отношений, я этот урок усвоил. Да нет же, вы его не усвоили. Вы все обнулили и пошли дальше. Но в вас этот вопрос так и кипит, и остается кипеть, когда вы в новых отношениях придете в новую. В такой же точности ситуации, декорации будут немножко другие, но суть вопроса будет такая же. Идем дальше. Так вот, у нас пик Урана с Венерой 4 июля, плюс-минус неделю с каждой стороны накидываем, будет штормить в отношениях. Будет штормить в отношениях очень сильно много близнецов первой декады и близнецов третьей декады. Близнецы второй декады, все зависит по показаниям ваших натальных карт. Если у вас тоже в отношениях сейчас непонятная история, напишите в комментариях, я посмотрю, отвечу вам в режиме свободного времени. Ну и да, следом, ребят, у нас 5 июля Нептун уходит в ретроградного движения. И да, гармоничный аспект он делает близнецам первой декады, все, что связано с работой. Но когда он перейдет, ну то есть он в ретроградном движении будет осенью и выйдет снова в знак рыбы. И вот близнецы третьей декады, вот понимаете, да, вот вернется снова та история и те вопросики, которые были в вашей жизни, когда Нептун был в знаке рыбы. То есть все, что случалось с вами зимой 2025 года, еще и март 25, пока Нептун не поменял знак, да, и осенью 2024 года. Вот все, что происходило в вашей жизни тогда, снова вернется. То есть либо те вопросики, что вы не доделали последний раз, ребят, и уже с 27 января 2026 года Нептун уже поменяет знак и больше не вернется в наших с вами жизнях и не будет так штормить вас близнецы третьей декады, все, что связано с Нептуном, вот все, что вы мне писали на видео на каком-то, прям очень много прям одинаковых событий, историй, связанных в личной жизни с изменами, с запоями у вторых половинок. Это такая, знаете, сложная история, но в ней надо разобраться. Если вы уже вышли из тех отношений, то тогда разберите свое отношение к этому, да, возможно, придет какое-то внутреннее чувство прощения, отпустить же надо эту ситуацию, надо позволить же себе жить дальше, позвольте себе жить дальше и идите уже вперед, потому что зачем оно? Ну вот уже вот так случилось, если ничего нельзя изменить, значит нужно начать жить заново, это основной такой момент в жизни, да, потому что иногда бывает, что ничего не меняется, то есть ты понимаешь, что это уже реально, не измени. Да? Конечно, если можно что-то изменить, запрыгнуть вот в этот вагон придет. Но если изменить ничего нельзя, тогда нужно изменить свое отношение к этому, понять свои плюсы и минусы и идти дальше. И тогда все будет складываться хорошо. Следом у нас 7 июля Уран меняет знак. И здесь это затронет всех близнецов. Вообще у нас всех затронет. Да? Максимально штормить будет близнецов. Конечно же, первая декада, кто родился на стыке с тельцами. И да, ребят, близнецы первой декады, первые 2 года, 2,5, вот так можно сказать, будет, конечно же, Уран идти по первой декаде близнецов, потом следующие 2,5 года по близнецам второй декады, по близнецам третьей декады будет идти уже через 5-6 лет. Поэтому здесь, конечно же, но в целом, как будет влиять смена Урана знак? Ну вот смотрите, с 2017 года Уран идет по знаку зодиака Тельца. Телец — это про комфорт, про стабильность, про наше качество жизни, когда мы наконец-то могли себе позволить многое. В наших жизнях изменился уровень комфорта, да, то есть на 2017-2018 год мы все привыкли как-то вот жить получше, что ли, чем когда-то ранее, да, и здесь такой момент, что это все начало меняться. То есть уже не тот уровень комфорта, просадка в качестве. И это такой момент изменчивый. Многим пришлось стать пластичнее. Да? Сейчас Уран зайдет в знак Близнецы. Близнецы — это про что? Про коммуникацию, про транспорт, про образование, про вообще средства массовой информации, новостные ленты, повестки будут пестрить различными новостями. Они уже пестрят, потому что Уран уже прям вот все, вот он уже в
последнем градусе Тельца, но он уже все, уже делает все равно аспект к Близнецу, потому что 1 градус вот этот вот, он все равно уже есть, да. Ну, я хочу сказать, что когда Уран приходит в Близнецы, то есть все, что мы привыкли, то есть наша коммуникация, наше средство связи, оно то работает, то не работает, то все меняется. То есть то, к чему мы привыкли, уровень образования, то есть образовательная система 100% поменяется, да, автомобильный транспорт вообще в принципе будет меняться, эта сфера, все, что связано с передвижением, да, любой транспорт, все, что связано с коммуникацией, тоже будет меняться. Мы по большей части, мы и так-то почти сейчас все в онлайн, да, но мы будем в онлайн нестабильны, но мы будем по большей части редко общаться, вот так тет-а-тет видеться. И это такой момент, здесь я не скажу, что нужно всем уходить в онлайн. Да ну нет же, наоборот, нужно коммуницировать чаще, потому что мы вырабатываем эмоциональный интеллект и боремся с трудностями только когда мы лично с кем-то общаемся. Ни одна машина нам ничего такого не даст. Ну, это всего лишь у кого-то работа, поглощение знаний, но не более, понимаете? Поэтому здесь нужно вот эту историю тоже понимать. Ну и все, что связано с близнецовской сферой, станет нестабильно. То есть все рекламы, связи, передвижения, коммуникации. То есть это такое, я сказала 4 слова, но если посмотреть на весь мир, да, то есть это гораздо больше, чем то, что я озвучила, да. Это отношения договорные в том числе тоже, да. Поэтому здесь нужно быть очень внимательными, здесь нужно быть очень проверяющими, что ли. Здесь нужно иметь свои собственные знания для того, чтобы не впасть в просак. Потому что Уран — это планета, которая ускоряется очень быстро, да. И то есть здесь нужно стать очень сильно подкованным к быстро сменяющимся ситуациям и не реагировать. Да? Как говорится, самая сложная работа — это жить и не реагировать на внешние раздражители, потому что их будет становиться все больше и больше. Уран — это планета хайпа, такого дикого хайпа, поэтому здесь, конечно же, будет где-то очень сложно. Постарайтесь на это не реагировать, понять, что везде, где есть пики, у любого алгоритма есть пики и потом спады. Это всегда. Тогда не может быть всегда один сплошной пик. Ну и что, ребят, идем дальше. Вот так повлияет на нас на всех Уран, и он сейчас будет разгоняться до 6 сентября. 6 сентября он из Близнецов уйдет в ретроградное движение, и уже в начале ноября, 7 ноября, он выйдет из Близнецов в Тельца. То есть такая вот история, понимаете, да, отпустит. И мы вот этот момент времени мы все почувствуем, как нам нравится в новом мире, в новой жизни или нет. И у нас еще будет осень, зима и половина весны, потому что 26 апреля 2026 года Уран уже окончательно войдет в Близнецы, и уже там нам придется как-то вот в новой этой жизни развиваться, приспосабливаться. Поэтому хочу сказать, что в целом мы все должны справиться, потому что осень будет очень даже хорошая, аспекты там прям на развитие, на достижение, на завоевание и на финансовый подъем. Рассказываю дальше. 11 июля, ребята, у нас полнолуние в Козероге. Что хочу сказать. Полнолуние в Козероге, и мы здесь, конечно же, обычно полнолуние в Козероге, оно какое-то такое сложное, тяжелое. Здесь нет. Здесь уже и расходится Венера в соединении с Ураном, но Венера начинает сходиться в квадратуре с Марсом. То есть здесь в нас начнет воевать вот это мужское и женское. Мужское и женское, как я хочу поступать в работе, в отношениях. То есть помните, я говорила, то есть здесь нужно просто разобраться в себе, какую роль мы играем и на работе, и в личной жизни дома. Потому что если женщина преобладает в ней мужские качества, и тем самым мужчине пытается подстроиться, проигрывать себе такие женские качества, то такая задача, как бы, знаете, так себе для семьи, да, формат. Если ты мужчина очень такой мужественный, женщина такая женственная, и при этом вот она хочет себе прям мужские качества, прям вот так вот, и работа, и деньги свои, вот это вот все, ну,
ну тогда пытайтесь здесь искать такую золотую середину, потому что нормальная модель семьи, мы все с вами знаем, это не то, что сейчас навязано общество, да, это то, что эволюцией всегда было создано, но почему-то сейчас какие-то и эмансипация, и равноправие, и все это настолько искаженно работает, ребят, хотя если вдаваться в подробности, да, вот этих всех понятий в четкие, да, то они работают совершенно, ну, по-другому, как их люди стали воспринимать. Поэтому здесь постарайтесь вот на ближайшие 2 недели с этого полнолуния утрясти себе внутри вот эту как раз-таки опцию мужского и женского. Почему это важно для близнецов? Да потому что Венера будет в близнецах, а Марс будет в Деве. То есть управитель Меркурий и там, понимаете? То есть ваш единственный. То есть это как бой с тенью. Мы боремся сами с собой. Поэтому здесь близнецы 1, 2, 3 декады, у всех задачи-то такие сложные, да, разные. Но в целом постарайтесь в себе разобраться, где вы передавливаете, где ваш больше мужского, а где больше женского. То есть здесь нужно найти свою вот эту золотую середину. И да, у нас еще Венера в этот момент начинает делать вот такой квадраты к кармическим узлам. Поэтому здесь все, что будет сделано, сказано в отношениях, или же ранее было сделано. Потому что кармические узлы, да, говорят карма. Карма – это результат наших прошлых действий. Вот мы там что-то сделали, пришли сюда, оказались в этом отрезке времени, и сейчас разбираемся с тем, что там когда-то сделали, сказали, нам не понравилось, мы не захотели изменить, мы не захотели вложиться, и такие сейчас сюда пришли и думают, нам сейчас просто так все дадут. Ребята, самим надо разбираться, договариваться, потому что и Венера, и Марс находятся можно сказать, в Меркурии, да, то есть там близнецы и Девы, один управитель у этих знаков, поэтому здесь нужно четко, нормально разобрать по полочкам все вопросики и поговорить. Задачи будут сложные? Ну да, немножко сложновато, но не настолько. Усложняет ситуацию тем, что у нас после этого полнолуния у нас Сатурн уходит в ретроградное движение 13 июля. Будет до 1 сентября еще идти по Овну. То есть, а с 1 сентября уже будет идти по Рыбам. И вот эти финансовые вопросики, которые были связаны с Сатурном, будут делать опять Сатурн в квадратуре к Солнцу близнецам 3-й декады. Да, дорогие близнецы 3-й декады, здесь вопросы, конечно же, опять вернуться вот назад вернуться, то, что было весной 25-го, зимой 24-го, 25-го и осенью 24-го. То есть все вот эти вопросики, которые были у вас связаны с финансами, с деньгами, с работой, социальным статусом, вас что-то не устраивало. То есть опять снова это вернется. Если вы в этот момент поменяли работу, то, скорее всего, вы почувствуете на новой работе, что вам шило на мыло поменяли. То же самое, что никаких движений вперед. Опять это все так сложно. Опять это, ну почему не может быть по-другому? Ребята, может быть по-другому, если вести себя, начать действовать по-другому, говорить по-другому, понимать по-другому. Потому что близнецы 3-й декады у вас вот, когда кармический гороскоп записывала, да, говорила, что весна 25-го года, такой вопрос, да, потому что кармические узлы делали квадратуру как раз-таки к вашим солнцам. Вопрос, кто я, что я, чего я хочу на самом деле. А сейчас вот летом, если вы вот об этом не задумывались, да, весной, то сейчас придется постфактум с этим разбираться. Только сейчас у нас совершенно уже другие моменты, и Уран меняет знак, и совершенно другие фейерверки на небе. И здесь и ретроградный Меркурий подходит, который в квадратуре с Лилит, когда мы что-то говорим, но в нас в большей части работают наши страхи, наши упущенные возможности, наши страхи за то, что у нас ничего не получится. Да почему не получится? Да все получится, ребят. Главное не тормозить, главное понимать, что нам хочется это реально поменять, и тогда нужно идти вперед. Поэтому близнецы 3-й декады еще немножко поштормит, конечно, но я не скажу, что здесь нет света в конце туннеля. Да нет, нормально, никогда нам не даются ситуации, которые мы не можем разрешить, просто их нужно начать разрешать немножко по-другому и по-другому к ним относиться, совершенно другие эмоции. Скажу так, что эмоции
подключатся только на Сатурне, потому что аспекты Сатурна даже напряженные хороши тем, что мы понимаем планомерность этих изменений. То есть есть план, вы примерно понимаете, какой запас времени есть для решения той или иной ситуации. А когда подключаются эмоции, а эмоции Нептун подключится на секундочку, да, в конце октября только в конце октября Нептун подключится, эмоции начнут играть там. То есть это будет ноябрь, декабрь и январь. То есть вот эти 3 месяца для вас, близнецы третьей декады, будут по максимальному эмоциональной, как было в прошлом году, год назад. Да? А до этого времени у вас есть момент изменить и не допустить этих же самых эмоций. То есть сейчас летом на всех этих аспектах мы понимаем, что есть шанс выплыть. Поэтому-то я и рассказываю гороскоп, забегаю вперед, чтобы вот оказаться там, но уже вот здесь все поменять, тогда и там вы окажетесь на новом уровне. То есть там у вас будут совершенно другие переживания. То есть это будет третья петля Нептуна, и вы скажете: ой, так здесь наоборот, я наконец-то узнал, что такое счастье, потому что Нептун в напряженном аспекте на третьей петле всегда дает нам, если мы первые 2 прошли, ну то есть мы поняли этот урок, тогда мы понимаем и пытаемся жить в новом счастье, то есть и мы сами себе удивляемся, для нас это как-то сложно, потому что нам даже не верится, то есть, понимаете, это вот такие эмоции, поэтому вот настолько это работает, но изменить можно сейчас летом. Сейчас летом и до 22 октября. Ну и что, ребят, идем дальше. 13 июля у нас уходит в ретроградное движение Сатурна и распадается квадратура Юпитера, Сатурна. То есть, понимаете, нам еще месяц жить вот с этим аспектом. Нормально ли я зарабатываю? Ой, да я вообще не зарабатываю. Слушай, хочу купить вот это, мне столько всего надо, я вообще хочу поменять место жительства. А Сатурн такой говорит: да ну зачем тебе, нормально же живешь, главное крыша над головой, и все, этого тебе хватит. То есть здесь каждый из нас решает, что нам хочется, да, то есть согласно своей натальной карте. Не смотрим на соседа, потому что счастье соседа нас счастливым не делает. И это нормальная такая история. И да, ребят, у нас включается ретроградный Меркурий. Его все так очень сильно боятся, но в этом году скажу, что ретроградный Меркурий у нас во Льве, когда мы прям ораторы, мы прям вот где надо все скажем и расскажем, и скажем даже лишнее, в порыве эмоций, потому что во Льве, это же мы можем говорить красноречиво, ой как, наспор еще больше, поэтому здесь останавливайте себя, да, останавливайте себя, потому что Меркурий ретроградный будет в квадратуре с Лилит, и здесь, конечно же, будут выходить наши все теневые связи, контакты, мы можем сами себя проболтать, то есть выговориться не там, где надо. Естественно, будьте аккуратны в документах, в своих речах самое главное. Самое главное, потому что Меркурий ретроградный, вот в этой комбинации здесь, конечно же, мы можем, получится хорошо договориться в любовных отношениях, потому что Меркурий в секстиле с Венерой, очень хорошо получится договориться в любви, если вытаскивать из себя вот эти страхи, переживания, зажимы, вот это вот все, где мы пытаемся выкружить. Но если попытаться упрекнуть, вот здесь как-то вот себя вот таким вот оратором почувствовать, такую свою гордынечку поднять, можно посыпаться и всю жизнь свою засыпать. Поэтому будьте аккуратны. Вот золотая середина, понимаете? Если вытаскивать из себя вот прям по-честному, вот так ради доброго дела, ради восстановления отношений всю гадость, в плане того, чтобы партнеру рассказать там о своих эмоциях, да, почему вы так поступаете, это одно. А вот, например, создавать себе какой-то хайп, пиар в этот момент получится криво, потому что Лилит нас всегда искушает настолько в наших речах, что мы говорим не то, что надо. И это такая, знаете, сказка, ложь, да в ней намек. Поэтому будьте, ребята, аккуратны. Идем дальше, и у нас ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа. В этот момент понимаете, что наши речи в наших
руках. Будьте, кстати, аккуратны в отношениях с детками, потому что, ну, знак льва это про детей, про родителей. Здесь можно в этом порыве поругаться с родителями и с детьми, наговорить лишнего, пройдет этот момент и скажете: зачем вообще это сказал? Это же все мои страхи, это мои переживания, но я перекладываю их на самых близких. Кто самые близкие? Родители и дети. Понимаете, да? Наши копии – это наши дети и наши родители. То есть мы похожи на своих родителей, стопроцентная точность. И наши дети – это наши копии, стопроцентная точность, без вариантов, да? Поэтому здесь мы как сами себя обижаем, понимаете, да? Такая большая философия. Идем дальше. С 22 июля у нас на небе. Почему я говорю, что у нас обязательно все получится? Как бы тяжело и эмоционально тяжело не было. Но у нас на небе складывается очень классная композиция из высоких планет, да, из высших планет. Это, ну, во-первых, скажем, Плутон в трине с Ураном, то есть все новое, экстраординарное, большое, мощное, глобальное, все, что мы запустим, будет идти отлично, особенно близнецам первой декады здесь. Я понимаю, ребят, что вам страшно, потому что Уран заходит, и все стабильное начинает быть нестабильное, но у вас вообще здесь про бизнес, у вас про движение вперед, да, у вас про большие, мощные, сложные проекты, и это только так. Стоять, пасовать на месте и волноваться, тогда Уран будет размывать вот эту нестабильность давать, да. Здесь нужно идти вперед. Близнецы второй декады. У вас, конечно же, а здесь история связана, уже кармические узлы подошли, кто я, что я, про что я, работа, любовь, отношения, чего хочу, насколько много я этого хочу. Или мне вообще это не надо, мне вот посредственно само то, и как бы я выделяться особо не хочу. Но я сомневаюсь, если вы меня смотрите, что вы относитесь к тем людям, которые как бы посредственность. Вам хочется больше, да, потому что я в основе своей массе притягиваю всегда амбициозных, которых кому-то что-то надо, да. Как я всегда говорю, лучше быть амбициозным и с характером, чем без характера, потому что когда без характера ничем не заинтересовать. А когда у человека есть характер, да, он его проявляет, да, конечно же, характер идет впереди человека. Но кто сказал, что это плохо? Это всегда интерес, это всегда движение вперед. А для близнеца интерес, и это самое важное. Если близнецу не интересно, но это все. Это можно увольняться с работы и ничего не делать дальше, да. Поэтому здесь не нужно взять вот так, брать вот все и рушить. Нужно просто понять, что же вы хотите. Ну, еще и Венера, конечно же, до вот этого момента, до конца июля, как раз по второй декаде близнецов катила. Здесь, конечно, в любви вы уже разобрались. Здесь, конечно, уже какой уровень финансов, достатка вам тоже подходит. Здесь, конечно, нужно начинать брать и проявлять себя, проявлять свое близнецовское солнце и идти вперед. Это конец июля, и эта история сохранится до осени. Как раз таки очень хорошая вот эта комбинация у нас на небе еще будет двигаться, да, то есть Плутон в трине с Ураном и плюс еще на секстилях Сатурн с Нептуном, то есть наши же эмоции с Сатурном будут в связке, когда мы можем контролировать свои эмоции, и эта конфигурация у нас будет держаться до конца 2025 года. Поэтому, ребята, я скажу вам однозначно и точно, я говорю это всем близнецам. Конечно же, сложнее всего штормить будут близнецы первой декады, вот прям очень сильно, да. А близнецов третьей декады к осени начнет опять раскачиваться прошлое, вот эта старая модель, да, но она тоже будет уже разрушаться и уходить, если вы с этим уже разобрались, вы уже тоже будете осенью тогда подниматься на новый уровень. Но это задача, которая зависит от вас. Я это сказала, а еще это нужно у себя в голове пережить, понять, в своей жизни разобраться, да, но это же еще нужно понять, что правда же все будет хорошо, потому что когда очень много трудностей по жизни идет, да, мы начинаем немножко сдаваться и не верить в свои силы. Ребята, я вам говорю, верьте в свои силы, идем вперед. Так вот, 22 июля вот эта потрясающая конфигурация, которая говорит, что у нас все, ребят, получится, потому что все трудности, которые нам даются, они только для роста. И здесь идем дальше. 24 июля у нас на небе что? Начинается новый лунный цикл. Солнце в соединении с Луной, но в оппозиции с Плутоном. Кому хорошо, кому плохо. Да, в этот момент еще Венера в точной квадратуре с Сатурном. Кому плохо, кто в любовных отношениях решил разойтись, кто не за общность, да, кто решил разрушать, не строить, потому что
ну, здесь должно быть прямо идти движение вперед. Кто погряз в своих страхах и не разговаривает. Вот если у вас остановилось вообще все в вашей жизни, да, вот к концу июля, вот в это новолуние, тогда, ребят, что? Нужно начать разговаривать. Если в отношениях со второй половинкой, если на работе, подходим к директору и говорим так, может, как-то мне перевестись на новую должность. Либо понимаем, что вы вообще перегорели в этой работе, вы устали, вам надоело, вы больше не можете здесь. Нужно понять, почему вам надоело. Потому что то, что вы делаете, вам не нравится, или вы пришли сюда ради денег, потому что в тот момент, когда Уран меняет знак, переходит в Близнецы, начинает разрушаться вот то, что не нравится. Потому что здесь на аспекте Урана, ну, вообще на движении Урана по Близнецам должно пойти в подъем то, что нравится, то, что вы на самом деле хотите делать, заниматься, от чего у вас есть такой глобальный интерес. Вот такая основная штука в работе и в личной жизни в том числе. Потому что если вы сложили свою жизнь так, что да, сейчас у вас есть какая-то маленькая вот такая история, но по большой части, если вы смотрите меня в телефоне, значит, у вас как минимум есть средства связи, да, то есть если у вас не кнопочный телефон, а сенсорный, вы меня смотрите, да, если вы смотрите меня с телевизора, то еще круче, то есть вы соединили, либо организовали так, что у вас по телевизору вы меня смотрите, да, то есть если у вас есть планшет, значит, у вас денег еще чуточку больше. Здесь вопрос, цените ли вы ту жизнь и комфорт, который у вас на данный момент времени есть. Вот этот момент здесь очень важен, потому что люди сейчас живут, и они считают, что у нас очень плохое время. Ребята, давайте отмотаем на 50 или 100 лет назад. Вот там было плохое время. Ничего вот этого не было. Сейчас можно в один клик себе еду домой заказать. У нас посудомойка стирает и машинка стирает, стиральная, понимаете? Мы вот так вот не стоим, не трем. Поэтому у нас сейчас очень хорошее время. Если вы смотрите меня, значит, мы здесь с вами плюс-минус боремся за повышение качества нашей жизни. Надо понимать, а что повысит качество вашей жизни, счастье вашей жизни, интерес вашей жизни. Так нужно начинать это делать. Если вы всю жизнь хотели стать инженером, будьте инженером. Если вы всю жизнь хотели счастья в своей жизни, вы хотели иметь, да, и работу, и карьеру, но при этом вы не хотели только в работе и в карьере реализоваться, вы еще хотите и семью, чтобы у вас дома было как бы все тепленько, вкусненько. И вот эта эмоция, амбиция у вас очень такая сильная и мощная. А для близнецов это вообще сложная задача по жизни, кармически, построить теплые любовные отношения. Это очень сложная задача по жизни, неважно, какой декады вы близнецы. Это прям кармическая задача по жизни, построить отношения в браке, семье теплые. И вот мы пришли в июль, кто смотрел большое видео «Кармический гороскоп», которое я записала в начале января, ну, когда кармические узлы поменяли знаки, я говорила, ребят, это такая большая, мощная задача про вас, и она будет основой определения вашей жизни. Повысите ли вы свой статус, добьетесь ли вы, я не знаю, того уровня жизни, недвижимости, жить в том месте проживания, где вы хотите, то есть чего вы хотите. Здесь нужно просто ценить то, что у вас есть, и понимать, чего же вам не хватает для счастья. Потому что можно бежать в погоне за престижной должностью, но счастья там у вас не будет, которое вы хотите. Это основная такая история. И поэтому я еще раз говорю, каждому свое. Все покажет ваша натальная карта, что у вас там есть. Ну и идем дальше. Вот такое у нас будет новолуние, новый лунный цикл. И 2 недели с 24 июля по 9 августа они будут сложноватые, ребята, они будут сложноватые, потому что здесь, конечно же, мы про что у нас? Плутон в оппозиции с Солнцем, да, то есть здесь четко мы пришли, это как, знаете, Плутон, когда приходит, мы четко и кардинально понимаем, так или не так. Ну, то есть это мы хотим или не это мы хотим, да, то есть мы готовы биться за это до конца или нет. А плюсом у нас Венера в квадратуре с Марсом, наше мужское и женское, да, Венера в квадратуре с Сатурном и с Нептуном, и плюс к концу июля, к началу августа у нас складывается еще Венера в квадратуре с Марсом и Марс в оппозиции с Сатурном и Нептуном. И, конечно же, кто больше всего это чувствует? Близнецы 3-й декады чувствуют больше всего это напряжение. Близнецов 1-й декады вот эта эмоция, настроение пододвигает вперед. Но
Очень часто бывает, когда даже очень много аспектов гармоничных, человек не справляется. Это все зависит от того, сколько, например, вас аспектов готовы вывести из себя. То есть даже бывает много гармоничных аспектов, человека заставляют злиться, выводить из себя, настроение портится. Например, есть люди, у которых там 1-2 аспекта, и все уже в жизни все рушится. Например, у меня 7 аспектов будет, я говорю, а что там трясет? Открываю свои транзиты, думаю, понятно, тут же вечеринка событий. То есть у кого-то 7-10 аспектов, да, у кого-то 1-2, и у человека уже встряска, да. То есть поэтому здесь становитесь сильнее, потому что в этом июле событий будет становиться больше. Не потому что мы люди плохие, потому что, помните, вы мне в 23-м году писали и говорили, когда же уйдет все вот это? Ребята, вот, в 25-м оно в июле начинает меняться, осенью 25-го зимой мы немножечко еще, даже не всю зиму, мы вот декабрь, да, январь, мы еще немножечко вот так релакснем, и все. А потом у нас уже начинается движуха, у нас начинаются уже совершенно другие скорости, у нас уже начинаются совершенно другие мощности. И события, которые будут в мире происходить, новостная повестка, здесь еще раз говорю, отстраняемся от всех и идем в эту новую жизнь, держим свою жизнь, нашу вторую половинку за руку, и все у нас будет хорошо, да. Неважно, мужчина вы или женщина, иногда бывают женщины эмоционально сильнее, а мужчины просто такая мощная сила, которая как бы держит финансово, держит вот прям своей такой опорой, да, основой. То есть мужчина — это такая же сильная основа непоколебимая, а женщина — это эмоциональный интеллект в паре, когда все, что происходит, если женщина выдерживает вот эти эмоции в семье, тогда пара, в принципе, может много пережить, да. Если мужчина вот эти финансовые трудности туда-сюда выдерживает тоже, да, ну и женщину, естественно, свою, значит, пара тоже может многое пережить. Поэтому я вам еще раз про то, что не позволяйте мировым событиям разрушить вашу жизнь и семью в том числе, потому что у нас мы идем в тот момент, когда мы хотим многого, но в одиночку просто этого не постичь, не достичь, потому что вдвоем выживать проще. Ребята, это доказанный эволюцией факт. Понимаете, это просто надо принять. А особенно, когда у вас есть дети, то есть борьба за выживание потомства — это основной инстинкт выживания в мире. То есть родители добиваются сильнее и больше, когда у них есть дети. Потому что вот этот инстинкт самосохранения, чтобы твое потомство выжило, это основной инстинкт развития. Вот это то, к чему нужно идти. А машины, интеллект, это там нет вот этого эмоционального, когда мы принимаем то самое решение, надо нам или нет. Нет вот этой искры, это запрограммированный алгоритм каких-то других людей. И все будет зависеть, вот эта погрешность в тестах. Вот это и есть как раз-таки ИИ. Поэтому, ребята, идем дальше. Идем дальше. И что? У нас до 9 числа, до полнолуния, 9 августа у нас будет, ребята, полнолуние. И вот этот вот аспект такой очень мощный, который нас либо держит, либо нас разрушает, потому что Марс в оппозиции с Сатурном и с Нептуном — это очень мощный аспект, когда мы либо конфликтуем, либо, например, идем вперед, прорываемся в работе, раскачиваем свой творческий канал в том числе, ну, либо уходим, если не занимаемся там творчеством, если свои силы не раскачиваем, то это, конечно же, зависимость. Здесь всегда палка о двух концах. В какую мы грань хотим пойти? Я всегда за то, чтобы усложняться, идти сложным путем, но получить больше. Потому что пойти взять себе бутылочку чего-то и уйти в нереально другой какой-то мир, это же вообще очень легко. Это просто пошел, потратил деньги, ой, все. Мир сразу стал добрым и пушистым, но проблемы никуда не делись. Потому что Сатурн здесь стоит в точном соединении с Нептуном. Проблемы никуда не будут уходить. Вне зависимости от количества выпитого, от количества измен, от количества, не знаю, других каких-то уплываний в реальности, в другие, не будет ничего решаться. Поэтому здесь нужно только решать. Ну и идем дальше. 9 августа у нас полнолуние. Полнолуние в Водолее, естественно, да, в каком еще знаке, потому что после всего этого сложного у нас есть будет вариант либо усложниться, пойти в будущее, либо сказать: я устал, я ухожу.
Конечно же, выбираем вариант посложнее, потому что на самом деле после этого новолуния нас ждет потрясающе. 11 числа распадается ретроградный Меркурий, он разворачивается, уходит в директное положение, и все отлично. Конечно же, здесь еще недельку мы можем пожестить, потому что Меркурий будет в оппозиции с Плутоном. Немножечко можем еще так на такие острые темы сложно поговорить, но это не фатально. Ну и что, ребят, здесь, конечно, у нас после этого новолуния наступает 2 потрясающие недели. То есть если мы стараемся, если мы все-таки принимаем решение идти вперед, то я не скажу, что это будет прям вот изи-изи, как все говорят люди, говорят, сейчас легко-легко, в легкости. Нет, это будет сложненько, но здесь Венера будет в соединении с Юпитером. И здесь хорошее время отдыхать, влюбляться, расслабляться, строить совместные планы, обзаводиться недвижимостью или хотя бы делать туда первые шаги свои, какие хотелось бы, естественно. И Юпитер в соединении с Венерой будут в трине с Лилией, то есть здесь будет искушение самым дорогим, самым помпезным, для того, чтобы выделиться. Еще раз говорю, не выбирайте как у кого-то, выбирайте, как вам хочется. Тогда эта Лилит не будет вас искушать быстрым продвижением по карьерной лестнице. Там вам кто-то что-то сказал, и вы такие как аж поплыли. Выбирайте четко, стабильно то, что сейчас вам надо. В отношениях точно так же, в любви, в поездках, тратах, в целом это хорошее времяпрепровождение, хорошее такое время. Я не помню, чтобы у нас в августе были такие аспекты, чтобы вот прям вот напряженно. Конечно, здесь еще Марс сохраняется в оппозиции с Сатурном и с Нептуном, но при этом он на хороших аспектах и Урана, и Плутона, поэтому здесь, ребята, действуем, и Юпитер в хороших аспектах. Поэтому здесь, конечно же, 2 недели у нас либо мы действуем в работе, либо мы вот прям основательный подход имеем ко всему, что есть в нашей жизни, и идем вперед, да, то есть если в работе, то мы повышаем планку, поднимаемся, начинаем брать на себя больше ответственности, да, относимся совершенно по-другому к своей жизни, к своим отношениям, и тогда это работает, ну, я скажу, что очень даже хорошо будет работать. Ну, если этот момент такой упустить и уйти такой в легкость, конечно, это же будут тусовки, так потусили и забыли, и потом наступает у нас 23 августа, новолуние в Деве, можно сказать, вот и лето прошло. На самом-то деле новолуние в Деве настраивает нас на такой мощный такой собирательный эффект. Плюсом еще в это новолуние Солнце в квадратуре с Ураном. Уран как раз в первой декаде Близнецов. И здесь, ребята, вот такой вопрос. Идем ли мы в сложное, либо нас штормит, потому что эта неделя, 2 перед разворотом Урана, всегда останавливаются проекты в будущем, мы как будто замираем, но это вот не последняя неделя августа, а первая неделя сентября такой будет. И скажу, что здесь нужно как бы усложняться. Легко будет все разрушить, легко, причем иррациональные доводы найдутся, да. Это я говорю близнецам первой декады, у близнецов 3-й декады. Здесь, конечно же, уже начнет Сатурн, да, квадратурой идти. И здесь уже начнутся сложности такие. Либо в работе, наоборот, загрузите себя сложной работой для проработки, я бы так сказала, этого Сатурна. Здесь, возможно, какие-нибудь похождения к стоматологам, вопросики, которые вы хотели сделать, там, выправить свой позвоночник, например, заняться здоровьем. То есть те вопросики, которые раньше вы не хотели решать, да, то есть им страшно, да, потому что все, что связано с Сатурном, это долги, то есть это наш позвоночник, кости, зубы. То есть нам обычно страшно с этим разбираться, потому что это больно напрямую, да, в прямом смысле. И здесь, возможно, возникнут такие вопросики, но не надо этого бояться, все в итоге будет хорошо. Главное понимать, куда мы идем. Близнецы 2-й декады у вас, конечно же, вот здесь Марс идет по весам. Здесь желательно, ну и, конечно же, Марс идет по весам, и узлы кармические идут по 2-й декаде Дев, Рыб. Здесь, конечно же, прям максимально двигаться вперед в своем направлении. Это будет страшно. Никому ни разу не было не страшно, а двигаясь вперед. Поэтому, ребят, понимаем, что
идем вперед к своей жизни, к своей новой жизни, для того, чтобы оно складывалось, как нам хочется. По-другому никак, нет волшебника в голубом вертолете. Ну и тогда конец, конечно же, августа будет в гармоничных аспектах, на позитивных эмоциях, если, конечно же, опять вы удовлетворены тем, что вы делаете. А если вы себе где-то там соврали, говорите, ну я вроде как вот честно вот себе, то у нас последняя неделя как раз-таки августа и начало сентября Юпитер в квадратуре с Марсом. Это когда мы максимально недовольны, мы максимально ворчим, мы максимально говорим, что нам это не нравится, что это все не то, и нас опять обманули. На самом деле, да мы выбрали не то, мы себе где-то там солгали и пошли не тем путем. Вот и вся философия, ребят. И вот тогда таким будет начало сентября. Это я сейчас говорю всем близнецам. И 1, и 2, и 3 декады. Ну и идем дальше. 1 сентября Сатурн входит в знак Рыбы, значит, дорогие близнецы, 3 декады начинается опять возврат к прошлым ситуациям, к долгам, не своему непройденному профессионализму, да, ощущению, что я в этом мире один, мне самому решать эти вопросы. Сатурн всегда приходит и дает нам такое чувство одиночества. Немножечко еще нужно в этом разобраться и понять, для чего вам нужно это одиночество. Как правило, чтобы отключить сторонние шумы и самим разобраться в себе. Это неплохо, это хорошо. Иногда бывает месяц в таком состоянии, но это не месяц. Аспекты Сатурна 2,5 недели, как правило. Мы в этих эмоциях варимся, переживаем, но мы настолько привыкли в этом мире быть эмоционально с кем-то постоянно. У нас же мы телефон включили, у нас мы кого-то слушаем. А так, чтобы отключиться от всех и подумать, что же нам хочется. Мы идем и смотрим одну программу, другую, здесь подписаны, там подписаны, и наше время утекает, и мы тратим свою жизнь на других людей, на мнение других людей. А надо на себя посмотреть. И идем дальше. У нас 6 сентября уходит в ретроградное движение Уран. Говорила, что до 7 ноября он будет еще в Близнецах, поэтому здесь вот такая история. Кому с Ураном хорошо, Близнецы 1 декады, кому нет, здесь решайте, потому что с 26 апреля 26 Уран уже зайдет в Близнецы, и все, там уже нас не спросят. В ретроградном движении он в Тельца больше не откатится, только вперед, то есть только усложняемся. Ну и идем дальше, 7 сентября. Расскажу еще и про сентябрь, да, немножко затянется гороскоп, потому что там у нас, ребят, коридор затмений. Коридор затмений начнется 7 сентября и закончится 21 сентября в равноденствие. Да, не просто так. Для близнецов 7 сентября у нас будет полнолуние в рыбах, естественно. Очень эмоциональное полнолуние будет как раз-таки для близнецов 2 декады. Вот здесь прям прочувствуйте себя. Кто-то может прочувствовать себя неудачником, кто-то может прочувствовать себя в состоянии, что у меня вообще не все так, как я хочу. Ребят, иногда нам просто всем нужно оказаться на дне своих эмоций для того, чтобы понять, что вот как мы раньше жили, как мы принимали, да, решения, мы так не хотим. Не говорит о том, что мы человек плохой, да, нет. Это наоборот, нужно сказать спасибо, что эта ситуация с нами случилась, и мы такие... И мы способны сказать себе, что мы так больше жить не хотим. Кому-то не приходят такие ситуации, они считают себя самыми умными, но при этом не приходят к тому, чего на самом деле хотят. Поэтому вот такая история. Эмоциональная история будет для близнецов 2 декады. Близнецы 3 декады разбираются со своими эмоциональным одиночеством, да, со своими накопившимися проблемами, если вы с ними не разбирались ранее. Это может быть и вопрос недвижимости. Вы наконец-то придете к ощущению того, что вы хотите наконец-то иметь свою недвижимость, движимое и недвижимое. И это нормальная история, абсолютно нормально. То есть вы хотите другой социальный статус, и это нормально. Близнецы 1 декады, ребят, ну вам только вперед, если вы ничего не достигаете, не движетесь вперед, у вас нет продвижения по службе, тогда к вам вопросики, почему вы не реализуете это, потому что на момент начала коридора затмений у вас должно просто все идти вперед и в гору. И если этого нет, ну у меня вопрос, почему? Почему все эти возможности лета были упущены? И да, коридор затмений закончится, он будет эмоциональный, я не скажу, что он будет такой штормовой, как в прошлом году осенью, если вы помните, да, вспомните. Но
Здесь будет момент, здесь очень много гармоничных на самом деле аспектов, но поштормит, конечно же, близнецов второй декады, закончится коридор затмения у нас новолунием тоже в Деве, это будет новолуние в Деве, и здесь, конечно же, очень эмоционально закончится, пик эмоций будет для близнецов третьей как раз-таки декады, близнецы второй декады уже не будет столько много эмоций, вы уже как-то вот в себе вот это прокультивируете, да, но и близнецы первой декады, ребят, у вас, если на этот момент времени вы на конец коридора затмений не внедрили все-таки в жизнь все, что вы хотели, начнет сыпаться ваша личная жизнь, здесь Уран в квадратуре с Венерой, вот начнет, и вы причем будете находить себе доводы, прям они будут прям такие четкие, прям такие ясные, и прям все так, но распадется этот аспект, и вы скажете, боже мой, это вроде как разумно и логично, но любовь, она не строится на логике, она строится на совершенно другом. Это как раз таки, что ни одна машина не расскажет и не даст верного решения. Поэтому люди пока рулят, и слава богу. И, скажем так, ребят, по-разному будет влиять это лето и коридор затмений. Про коридор затмений, конечно же, в осеннем гороскопе буду еще больше рассказывать. Но в целом вот такой гороскоп для вас, близнецы всех трех декад. Все зависит, конечно же, от того, как каждый распорядится временем, своим временем, силами, эмоциями, и какую вы для себя изберете путь. Путь у всех разный. Действовать нужно всем немножко по-разному, но суть одна, нужно усложняться, потому что Уран меняет знак и заставляет нас всех усложняться. Хотим ли этого? Мы не хотим. Ускоряться, усложняться, но при этом чувствовать, любить, нравиться себе, своей жизни, чтобы наша жизнь нам нравилась, люди, которые рядом, и все-все. Конечно, это сложно. Проще быть одиноким, ходить, уехать на самокате, стать блогером, что-то там делать в свободном полете, но жизнь проходит очень быстро. И что здесь не про стакан воды, здесь про эмоции. Стакан воды это так, сами себе нальете. У близнецов очень много энергии налить себе стакан воды, но вы же хотите разнообразную и интересную жизнь. Поэтому здесь, мои дорогие, усложняйтесь, ускоряйтесь, и будет вам счастье. Любите и чувствуйте. Это было лето новой жизни. Я надеюсь, оно у вас сложится в связи с новыми эмоциями, переживаниями, по-новому, как вы хотите, а не то, как вам скажут социальные сети, другие люди, блогеры, неважно кто. Жизнь, она ценна тем, что мы ее живем, и мы ее чувствуем, как мы хотим. Поэтому живите и чувствуйте. Ребята, если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я желаю вам потрясающего лета, шикарного начала осени. Я здесь с вами на связи. Если не успеваю отвечать на комментарии, извиняюсь. У меня вас очень много становится с каждым разом. Я вас благодарю за преданность. Ребята, увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.